Друзья, всем привет! Привет всем пчеловодам! В прошлом видео я обещал, что обязательно расскажу о дупле. Видео называется «Дупло не улей, улей не дупло». Кроме этого названия я расскажу не только об отличиях самого дупла, но пока готовился, просмотрел очень много информации и решил рассказать в принципе о жизни пчел в дупле и о тех мифах, которыми обросла данная тема. Очень много различных картинок, споров, различных аргументов, которые приводятся. Я их все просмотрел и хочу сегодня дать определенную взвешенную информацию, как я вижу этот вопрос и насколько мне удалось его на сегодняшний день изучить. Итак, в прошлом видео, которое касалось вентиляции улья, я здесь размещал улей и показывал вам, каким образом происходит вентиляция в улье и как правильно ее организовать в современных условиях. Сегодня же поговорим о дупле, потому что его считают самой лучшей системой вентиляции, и о нем просто настолько много ходит мифов, что его, можно сказать, боготворят. Как будто бы дупло — это рай для пчел и единственная форма, которая подходит для их жизни. Такая трактовка, такая точка зрения, она приводит к тому, что появляется волей-неволей, особенно у начинающих пчеловодов, стремление сделать улей как дупло. Вентиляцию в улье таким образом и жизнь вообще пчел как в дупле. И сегодня я расскажу, почему это все же не совсем так и почему это невозможно. Итак, за моей спиной сегодня новенький плакатик, который имеет вот такую вот неправильную схему. Эта картинка, она облетела уже там весь интернет с таким неправильным объяснением, неправильными стрелками. Показано дупло, показан пчелиный улей и показаны какие-то непонятные стрелки, с которыми мы сегодня разберемся. Эта схема, она берет свои корни из статьи Нестерова. Я также нашел, откуда это все появилось, откуда оно пошло, каким образом оно вообще перекочевало до сегодняшних дней. Начинал Ветвицкий в 1828 году, если не ошибаюсь, с годом. После него все это там изучили, там он пел песни, дифирамбы по поводу дупла, по поводу купольной системы. Потом уже Нестеров взялся и описал все по-своему. И вот такие вот стрелки, схемы подобные. Это нарисовал, потом кто-то взял в цветном варианте, изобразил и объяснил, каким образом происходит вентиляция в дупле и каким образом происходит в улье. И к этой схеме куча объяснений, 10 разных о том, что там туда идет, сюда, здесь вот так, где корм, где клуб. Вот все, что вы видите, это все неправильно. Не берите эту картинку за какой-то, какие-то мои рисунки, малюнки. Дальше мы будем с вами об этом говорить. В первую очередь хочу рассказать о дупле. Что такое дупло? Все понимают, что это определенное образование, пустота в дереве. Но откуда она появляется? И почему? На сегодняшний день, если вы выйдете в обычный лес, особенно там сосновый лес, да, или может быть и лиственный лес, вы не увидите дупла прямо на каждом шагу. И если мы посчитаем их на 1 гектар, то их может быть 0. Почему так происходит? Как вообще образуется дупло? Первоисточником появления дупла могут быть дятлы, которые выбивают определенные отверстия в дереве, добывая оттуда различные личинки короедов, которые подъедают там кору, образуют небольшие проходы и все остальное. Но самое главное, то есть вот здесь отверстие, это как литок, оно может быть по разным причинам. Могла ветка обломиться, этот сучок прогнить, еще что-то. То есть вариантов море, и мы не будем на них вообще останавливаться, чтобы не порождать лишние комментарии. Нас интересует именно образование самой пустоты в дереве, как она образуется. Пустота в дереве образуется в старых деревьях, преимущественно старых деревьях, которые, опять же, преимущественно поражаются грибком. Грибок — это тот грибок, который поедает саму древесину. И тут можно сразу же сказать, а как же пчелы выживают, если грибок? Это не тот грибок, который вредит пчелам. Это грибок древесный, который превращает внутреннюю часть дерева, постепенно превращает ее в труху. Начальная стадия — это вот та синева, с которой продаются, бывает, рамки первого, второго, третьего сорта. Размер дупла зависит от того, насколько оно там внутри выгнило, или же насколько его внутри могли выгрызть какие-то насекомые и различные животные. Не будем уточнять, там млекопитающие они или еще какие-то там парнокрылые и так далее. Значит, эти животные могли также образовывать пустоты. Со временем пчелы
увидев отверстие в дереве, посмотрев, что место позволяет, заселяются туда и начинают обживаться. Первое, что хочется сказать про дупло, самое основное, это то, что его форма и размеры могут быть совершенно разными. То есть вот такая форма, как здесь на картинке, может реальное дупло отличаться от этой формы. Как своей протяженностью, объемом, так и формой, так и какими-то различными нюансами по толщине стенок. То есть форма может быть произвольная. И зависит от этого размера, какая же колония пчел сможет там поселиться, поместиться. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это размещение самого литка. Насколько будет позволять верхняя часть разместиться там вверху, насколько будет внизу большое пространство, тоже вопрос рулетки. То есть пчелы не выбирают прям идеальное жилье. А вообще, почему они там селятся, это естественный процесс роения, им необходимо где-то поселиться. Кроме дупел, если они встречаются для пчел, пчелы селятся в электрощитках, чердаках домов, земле также могут быть, особенно те случаи, когда старая матка больная или какая-то увечная не долетела и упала. Пчелы начинают на виноградных лозах тянуть какие-то, делать шалаши под ветками и все остальное. То есть таких случаев море. Пчелы селятся в расщелинах домов, в каких-то обшивках, утеплителях, скалах, между камней. То есть море и море, море мест, где могут жить пчелы. Если мы возьмем вообще всю карту мира. На карте мира посмотрим уже нанесенные учеными различные ореолы обитания различных животных, в том числе насекомых и в том числе пчел. Мы увидим, что пчелы живут во многих местах. Их колонии по своей численности разнятся, но они занимают очень-очень плотные территории. И когда мы будем изучать эти территории, мы увидим, что большинство из этих территорий абсолютно не имеют никаких деревьев. Скалы, степи, гористая местность, какие-то каменные оголения, образования, то есть расщелины скал и в основном абсолютно никаких деревьев. А если есть какие-то деревья, то они непригодны для жизни пчел. Современные леса также непригодны для жизни пчел по меркам наличия там дупла, потому что 40-60 лет и деревья обязательно срезаются. Нет тех деревьев, в которых бы образовывались вот такие вот дупла. Я в своей жизни ни разу не встречал пчел в дупле до одного единственного случая, буквально где-то 2 года назад. Мне попалась одна липа, которая стоит у двора одного человека. И в этой липе живут пчелы, как он мне на тот момент сказал. Они жили там 3 года. Я хочу поехать обязательно, как буду там, в этом месте. Я обязательно заеду и спрошу у него, живут ли там пчелы. Это мое личное наблюдение, которое составляет мой личный опыт. Я хочу узнать, сколько пчелы прожили именно в его дупле, в липе, по времени, без обработок клеща. И какова их судьба. К чему я веду? К тому, что имея разную форму и объем дупла, а также структуру самого дерева и его живое оно или сухое, то есть его какую-то характеристику в плане там разных нюансов вот этих стенок, о которых мы позже поговорим, это также влияет на время, которое пчелы будут жить в этом дупле. То есть есть миф о том, что одно дупло, вот оно появилось, и все, и пчелы там живут. И мне пишут постоянно видео, я хочу это видео, отвечая на вопросы, покидать тем, кто за многие годы мне писал под многими разными видео по поводу вентиляции, по поводу отстройки вощины, оперируя теми мифами, писали мне о том, что в дупле идеальная вентиляция, писали мне о том, что вот пчелы, значит, не меняют вощину, живут в старых сотах, в дупле, и все там прекрасно. Значит, на основании проведенных исследований, точнее прочтенных исследований, работ, а также различных умозаключений, основанных на реалиях, я могу вам сказать, что в одном дупле пчелы, как правило, живут от, где-то от 1 сезона до 3-5 сезонов. Бывают исключения, конечно же, когда они там могут жить дольше. Почему ограничивается таким сезоном? Во-первых, место, пространство ограничивает пчелиную колонию, она отраивается и улетает. То есть в зависимости от того, сколько у нас может поместиться пчел в этом дупле, у нас эта семья ограничена в размерах, поэтому улетает. Все, что остается, остается с кормами. Вот здесь крышку никто с 2 руками и 2 ногами не открывает и корма не забирает. Это будем чуть дальше говорить об особенностях и различиях дупла и улья.
Кроме того, у нас есть стенки, у нас есть определенная осыпь внизу, различная труха, остатки древесины, остатки восковых крышечек. Все это наполняет гнездо вот здесь снизу. И эти продукты, они также совершенно не нужны в этом дупле и могут не выноситься пчелами полностью. Все зависит от их природы. Если там еще кто-то заведется и какие-то будут определенные грибки, бактерии, пчелы просто слетят из этого жилища. А также здесь все может быть очень сырым, потому что влага стекает. Мы сейчас будем говорить о вентиляции. И все эти совокупные моменты могут привести к тому, что пчелы просто улетают из такого дупла. Или же не выживают. Очень много случаев, когда пчелы куда-то залетели. Люди думают, ну раз они туда прилетели, значит там идеальные условия для жизни. Пчелы не перезимовали. Существуют зарегистрированные случаи гибели семей в дуплах, семей в каких-то специальных там образованиях, которые прожили просто до января, до февраля, прожили один сезон. И есть зарегистрированные случаи, когда пчелы живут в какой-то расщелине скалы, в каком-то доме, в каком-то дупле, годами, годами, годами. То есть мы не можем говорить о том, что дупло это идеальная среда для обитания пчел, которую они преимущественно выбирают. Потому что на сегодняшний день это не та форма, в которой пчелы продолжают эволюционировать, выживать и так далее. Потому что сегодня наибольшее количество пчел живет у пчеловода в ульях. Итак, о конкретной разнице дупла и улья. Первое, почему же мифы имеют определенное место, определенные какие-то основания, да, фундамент для того, чтобы вообще говорить о том, что вот дупло идеальная структура. Первое отличие это толщина стенок. Мы здесь видим и на картинке видно, что дупло дерево имеет очень толстые стенки, потому что дупло это, как правило, небольшое образование. Если мы посмотрим реально, то это где-то 20-30 сантиметров. Бывают и больше, конечно, там, смотря какой баобаб, да, дуб может быть и так далее. Хотя дубы редко такими моментами страдают, чтобы в нем было такое дупло. Но, тем не менее, мы не будем опять же заостряться. Тут нам нужен какой-то специалист в комментариях, который реально разбирается в деревьях и может рассказать, в каких больше, в каких меньше и так далее. На этом не останавливаемся. Суть в том, что размер в диаметре самого дупла небольшой, в то время как в улье это от 47 сантиметров, если мы берем додановскую рамку горизонтально, ну или там от 30 сантиметров узко-высокая украинский улей. И различные другие системы, то есть размеры вы сами понимаете, сами знаете. Улей удав там еще меньше и так далее, значит альпийский улей. То есть очень много различных систем, которые пытались каким-то образом вот воспроизвести дупло. Также есть дуплянки, колоды, то, что подобно дереву, то есть обрезается какая-то часть дерева, выбирается внутренность, создаются условия якобы дупла, закрывается все сверху, снизу и так далее. Но только есть нюансы и конкретные исторические факты, что те, кто держал такие колоды в вертикальном положении, они вот здесь внизу делали также все-таки каналы для вывода воды, потому что вода здесь тоже была и она стекала по этим каналам. Значит, что нам дает толщина стенок? Толщина стенок дает нам в большинстве случаев отсутствие промерзания до критических температур внутренних стенок дупла. Здесь у нас не конденсируется влага, потому что эти стенки не являются холодными, так как в улье имеют там нулевую температуру, минусовую температуру, полностью промерзают. Поэтому здесь первое преимущество, плюс 1 балл отдаем дуплу, потому что у него толстые стенки и, соответственно, нет поверхности конденсирования. В улье это есть. Следующий момент – это расположение литка. Вот здесь очень многие вот так ошибочно рисуют и говорят, утверждают, прям, что клуб находится выше литкового отверстия. Поэтому вот и в улье сделан нижний литок для того, чтобы имитировать дупло. И вот здесь у нас клуб собирается и движется вверх. И говорят, что здесь у нас ничего не открыто, как в улье. Поэтому условия более комфортные. И пчелы сидят в этом теплом образований, вместо того, что здесь идет сквозняк. Вот тут я тоже согласен с тем, что вот эта форма, мы с вами в прошлом видео говорили, что такая форма вентиляции является крайней и допускается только в тех случаях, когда у нас нет продувания, нет сквозняка мимо клуба, а когда у нас пары водяные, теплый воздух, влажный, выходит через специальные каналы. Мы рисовали с вами вокруг клуба заставные досточки и говорили, что у нас вот сюда может уходить, то есть это в тех случаях, где у нас находится какой-то
регион с повышенной влажностью, отсутствием большинства морозных дней, когда там есть повышенная влажность, и нам необходимо устроить вентиляцию в улье именно таким образом, чтобы диффундирование происходило через паропроницаемую верхнюю часть, верхний холстик, например, и выходило куда-то там под крышу. Но ни в коем случае это не было сквозняком. А если делать такие конкретные продыхи, если уж совсем, да, там какая-то система, глухое дно и так далее, то делается это следующим образом. Есть тоже такая схема, я ее в прошлом видео показывал просто как картинку. И есть у меня видео с вентиляцией. То делается вот здесь пленка, укладывается наверх клуба. И тогда у нас мимо клуба уже эти потоки воздуха конкретно не идут. У нас происходит конвекция вверх, конвекционные потоки, передача идет тепла, потом остывает и проходит вот сюда. И уже тогда выходит через продыхи. То есть вот эта схема, которая здесь синими напечатанными красками нарисована, она неправильна. Такого, если такое есть, такое бывает у пчеловодов, которые не знают, как правильно устроить вентиляцию, то тогда такая семья просто погибает или очень много использует корма и с трудом выходит из зимовки. Поэтому вот так, как было нарисовано, это в корне неправильно. Следующий момент, мы говорили с вами о том, что у нас идет в улье диффузия, как она происходит в дупле. Потому что здесь, что здесь неправильно? Вот эти стрелки, они все нарисованы неправильно. Потому что у нас здесь также есть теплый клуб, живой организм, который выделяет тепло. И у нас здесь стрелки обязательно должны быть вот такие вот. И они идут до самого верха, там, где у нас дупло заканчивается. Как правило, оно имеет вот такую вот форму. Ну, может, с более скругленной, может, острую, но суть в том, что оно имеет вот такой конус. Почему? Потому что это дерево, оно не может там быть фрезой выбрано ровно, его никто там прям ровно не выгрызает. Это, как правило, какая-то произвольная острая форма. Потоки теплого воздуха поднимаются вверх. После этого они все равно охлаждаются, но до определенной температуры. И вот здесь, в этой части, где у нас есть клуб и где эти теплые потоки, у нас происходит определенная такая теплая зона, где идет огромное насыщение водяными парами. И следующий их путь зависит от того, какое у нас дерево и насколько оно пригодно в понимании влагообмена для зимовки пчел. Если это живое дерево, то очень часто просто эта древесина, она капиллярно впитывает. Сокодвижения, конечно же, нет в дереве зимой активного, но капиллярно она впитывает эту влагу. Влага дерева всегда напитывается, как и улей тоже, просто улья стенки тоньше, напитывается влагой. Часть этих водяных паров, остывая и не такие концентрированные, то есть те, которые по стенкам могут находиться, у нас все равно наполняет это все пространство и идет уже охладившись вниз. У нас могут образовываться определенные различный состав газов, потому что здесь у нас, мы говорили с вами, СО2 и H2O преобладающие, плюс сам воздух. Все это наполняет вот это вот пространство, заполняет. И что? Оно в любом случае находится с большей, высшей температурой, отличительной от температуры зимовки на улице. Соответственно, что происходит? Холодный воздух с более низкой температурой, находясь на улице, он за счет парциального давления идет выравнивание давления атмосферного и давления внутри дупла. Что происходит? Холодный воздух с равномерной концентрацией тех газов, которыми он наполнен, минимальным СО2, максимальным кислородом, он продавливает это воздушное пространство. И происходит не что иное, как диффузия. Почему вот эти стрелки вниз-вверх неправильны? Потому что нет здесь такого понятия, как холодный воздух вниз, теплый воздух вверх. Здесь вообще толщина вот этого дерева, она вообще колеблется от нескольких, даже десятков сантиметров. Может там от 10 быть сантиметров, в то время как в улье 35 миллиметров. Вот мы здесь пишем, чтобы четко понимать. 35 миллиметров у нас это стандарт улья. Ну и либо же ППУ, который может быть намного теплее, да, имитируя тем самым дерево, но уступает тем, что ППУ совершенно не впитывает воду, а дерево ее впитывает. И вот здесь у нас ширина может быть 10 сантиметров и более, до 60 сантиметров, там есть дупла, деревья со стенками и так далее. То есть происходит такой момент, что у нас в принципе этот канал является довольно длинным и какого-то завихрения, потоков, конкретного прям такого обмена вот этих вот стрелок, их здесь нет. Есть определенная диффузия, небольшая конвекция и диффузия. Диффузия через вот этот литок.
обмен воздухом за счет выравнивания давлений атмосферного и давления, которое находится внутри дупла, потому что здесь идет повышенное содержание СО2. Кроме того, что неправильно еще в этом рисунке, но мы не только о том, что этот рисунок неправильный, мы в принципе сравниваем эти две системы. И первое, что необходимо сказать, точнее следующее, что необходимо сказать, это то, что вот это нарисованное состояние клуба выше литка, оно не соответствует истине. Те, кто занимается дуплами, смотрит и говорит о том, что очень часто бывает так, что литок находится сверху, а сам клуб пчелиный сидит вот в этой части. И потом движется мимо литка, проходит вверх и так далее. Все зависит от того, сколько у нас расстояние вверх, сколько вниз. Потому что идеальных дупел не бывает. Они все абсолютно разные. И пчелы селятся просто там, где нашли место. И что еще необходимо отметить, это то, что природный инстинкт у пчел состоит в следующем. Как правило, они, если у них позволяет место садиться, то они садятся вот таким вот образом, закрывая своим верхним слоем, наружным слоем пчелы, сами пчелы закрывают поток холодного воздуха. Но если здесь реально вот такой вот длинный канал, нет никаких задуваний, завихрений, они могут ничего там не закрывать, потому что это теплая капсула в какой-то степени с небольшим вот этим вот выходом для обмена газами. Поэтому они могут сесть и вот в этой части, и двигаться вверх. Все зависит от того, где именно вот в этой вот капсуле дупла находится сам литок. То есть это абсолютно не панацея и не какой-то закон, что вот обязательно вот так вот. Почему в улье происходит образование клуба у передней стенки, формирование его вот здесь? Потому что идет поток холодного воздуха в улей. Пчелы понимают, что именно здесь и опасность может быть какая-то, и они поэтому садятся у передней стенки. Я уже как бы рисунок немножко переворачиваю, да? Они садятся у передней стенки, образуя вот здесь клуб, закрывая рамки с медом, закрывая их и от холодного воздуха, и от каких-то воришек, которые могут воровать мед. И потом они движутся уже к задней стенке. Бывают и исключения, но правило у них именно такое. Следующий момент, который необходимо сказать, не то чтобы в защиту дупла или там в минусы улья, это, на мой взгляд, вообще самое существенное отличие дупла и улья. И почему их нельзя сравнивать. В дупле пчелы в этом небольшом пространстве сами строят соты. Никто им не подсказывает, в каком направлении, сколько штук. То есть в зависимости от того, каким образом происходит этот воздухообмен, каким образом у нас здесь вообще воздух циркулирует, пчелы сами эту циркуляцию делают в сезон, теплый сезон, когда они проветривают гнездо, когда они отсюда выпаривают влагу из нектара. Они строят соты именно таким образом. Есть картинка, тоже в интернете гуляет, где пчелы сделали там специальным таким, если найду, покажу в углу видео, специальной формой сделали соты. То есть обычно, как правило, соты никогда в улье, если вы возьмете улей и не поставите туда рамки, никогда соты не будут стоять там вот так вот, как мы привыкли видеть рамки. Никогда этого не будет. То есть там всегда будут какие-то вот такие вот соты. Они всегда будут каким-то образом вот так закручены, направлены куда-то, отдельные будут. То есть не будет, как мы привыкли, линейка, рулетка и все по размерам. Почему? Потому что есть определенные воздушные потоки. И каждая семья, каждая порода, она определенным образом это все видит по-своему, формирует и внутри улья делает вот эти специальные ходы. Таким образом также еще замечено, что, как правило, соты в дупле находятся в положении, как мы привыкли говорить по рамкам, на теплый занос. То есть если у нас литковое отверстие, нарисуем здесь просто для схемы верхний литок, и у нас идет поток воздуха отсюда, ветра, например, то когда у нас рамки стоят вот таким вот образом, одна рамка, вторая рамка, третья рамка, и вот это их боковая часть, то есть мы смотрим между рамок вот сюда, то это называется установкой рамок на теплый занос. Пчеловод стоит, вот он у нас улей, пчеловод стоит здесь, вот его козырек, его кепки, он смотрит на улей, литок с этой стороны, и рамки стоят вот таким вот образом. Это теплый занос. Как правило, большинство ульев систем стандартов, рамки стоят по-другому. Рамки стоят вот так вот.
относительно литка. Это холодный занос считается. Значит, почему на теплый занос пчелы строят соты в дупле? И в улье тоже будут строить на теплый занос, если вы просто сыпете туда рой и не будете ставить им никаких рамок. Почему это расположение для них более выгодное? Потому что таким образом задувающий поток ветра в любую погоду, когда он там есть, не попадает, не продувает все пространство. Пчелы экономят энергию всегда. Но, конечно же, в такой системе, но это мы позже скажем, они всегда экономят энергию, и поэтому таким образом им выгоднее строить соты, потому что так они защищены от ветра, и так проще защищать их от грабежа осы или другие пчелы, шершни, от нападов различных, потому что защищается вот эта вот одна рамка. И скопление пчел, охранниц на этой рамке, позволяет удержать от воровства все остальное пространство. Если же у нас холодный занос, тогда есть варианты. Пчелы могут не только на одну рамку попасть сразу, а могут сразу же попасть в любую улочку, а там и до матки добраться и так далее. То есть природно это теплый занос. Этим дупло также отличается от улья. Почему люди выбрали систему на холодный занос? И тут последнее, наверное, уже в моем перечне отличие, и будем на этом заканчивать. Значит, почему именно такое положение рамок, почему улей не дупло, почему? Потому что улей у нас предназначен пчеловодами прежде всего для того, чтобы собирать мед, для того, чтобы собирать продукты пчеловодства, для того, чтобы откачивать мед. Я уже упоминал, что в дупле никто с двумя руками, ногами не заглядывает, не снимает крышку. Это ответ многим моим подписчикам, которые говорят, а вот как в дупле. Я еще не сказал, что обновляют они там соты, они выгрызают старые соты. Старые соты могут пропадать, сами осыпаться, кто-то их может оттуда вытаскивать, выедать, восковая моль и так далее. Дупло может находиться на такой санитарной самообработке несколько лет, и потом пчелами, когда они видят, что там можно жить, опять заселяется. Поэтому новые соты снова отстраиваются. А старые, если дупло используется много лет, просто выгрызаются. А если это огромное дупло, то соты просто наращиваются вниз, 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 а старые остаются вверху с медом, пергой, запасами, а в новых уже семья развивается. Это то, что я упустил закончить мысль. Итак, теперь по меду. Если мы возьмем дупло, небольшой объем, а в улье большой, невозможность открыть, невозможность забрать мед, а здесь все это можно, то появляется у нас самое главное отличие, что улей — это творение рук человека, которое приспособлено для того, чтобы разводить пчел, чтобы исключать роение, бороться с роением, а здесь пчелы роятся сами, самостоятельно. То есть, когда мы сравниваем эти две совершенно разные системы, нужно прежде всего ответить себе на вопрос, что мы хотим увидеть в своем улье и что мы хотим получить. Если мы хотим декоративно содержать пчел, мы можем этот улей вообще сделать стеклянным, утеплить стекло, открывать в какое-то время и смотреть, как там пчелки развиваются, как они строят соты, сколько у них меда, и не трогать их вообще. Тогда мы будем просто наблюдать. Это у нас будет такой эко-улей для какого-то удовлетворения и релакса. Если мы занимаемся пчеловодством в понимании получения пчелиных продуктов, а также удержания семьи в рабочем, продуктивном состоянии, тогда мы избегаем роения, контролируем количество расплода, забираем мед товарный, который находится у пчел вот здесь, вот, как правило, вверху. Многие мне там говорят, вот вы там делаете вот это в ульях, вот вы там делаете вот это в ульях, так вы же мед забираете. Давайте тогда не забирать, вот кормите сиропом, не забирайте мед, кормите тем, даете вот это. Не забирайте мед, не забирайте пергу, и все будет как в дупле, кроме стенок и пространства. Итак, объем дупла намного меньший. Объем меда тоже меньший. Размер колонии тоже меньший. Можно много со мной спорить, рассказывать о гигантах, о каких-то баобабах и так далее. Опять же, возвращаемся в наши реалии и говорим о том, что в улье гораздо больше пчел. В улье есть возможность контролировать процесс, избегать роения, забирать товарный мед, а также работать порамочно. То есть у нас нет вот этих вот каких-то произвольных форм сотов, у нас есть рамки, которые также очень сильно проветривают гнездо и мешают пчелам нормально там устраивать свою собственную вентиляцию, как они этого хотят. Почему на холодный занос? Потому что тоже нам так работать удобнее, потому что так меда получается больше, и он получается так быстрее. Потому что когда у нас мед стоит туда-назад в гнезде, он дольше запечатывается, пчелам хуже проветривать, они сильнее вентилируют, и процессы немного замедляются с этим теплым заносом. Поэтому было установлено
И доказано, что необходимо для большего количества меда и более эффективной и удобной работы использовать холодный занос, порамочную систему и ставить обязательно, если это корпусный улей, не лежак, ставить наверх корпуса для того, чтобы в них собирать мед и его откачивать, а также различные другие продукты пчеловодства. Итак, вывод, в принципе, я даже сделал, пройдясь еще раз по всем этим пунктам. Еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коем случае сравнивать эти два абсолютно разных объекта нельзя. Дупло, не улей, улей, не дупло. Вообще говорить о том, что а вот как пчелы живут и жили до нас, некорректно. Если мы говорим о том, как они жили до нас, тогда это говорит не тот пчеловод, который содержит пчел в улье с теми целями, о которых я сказал. Это просто альтруист и какой-то там ботаник, эколог, как угодно, хорошими, самыми лучшими словами можно этого человека назвать, который просто хочет наблюдать за естественной средой, естественной природой поведения пчел. Поэтому никакой вам стамески в руки, только фото-видеокамера и листы бумаги, где вы будете наблюдать, записывать и нам передавать полученную информацию, за что мы вам будем говорить спасибо. Я же говорю спасибо за ваше внимание, за то, что вы слушали. Кому было интересно, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Также напоминаю, что можно поддержать мои проекты, а их много будет на моем канале и дальше, и есть уже сейчас, своими донатами, которые можно в описании этого видео есть ссылочка, забросить в любой удобной для вас валюте. Также напоминаю, что вы можете подписаться в телеграм-группу, где можете задавать свои вопросы, писать какие-то комментарии, получать от меня развернутые советы и объяснения по различным видео. Благодарю всех за внимание. Всем удачи. Пишите, пожалуйста, свои замечания, свои мысли по этому поводу. Буду всем благодарен и признателен. Всем мира, здоровья. Пока.